Здравствуйте, друзья! У меня новый проект – отель. Я хочу попробовать себя в роли управляющего вот этим отелем на 18 номеров в Черногории. Никогда этим не занимался, максимум, что делал, это контент для других отелей. Отель этот не новый, 10-12 лет он активно работал. Вот так выглядела его страничка в Фейсбуке. Но потом владелец купил другой, а на этот подзабил. 2 года назад его купил другой человек, и вот это все время до сегодняшнего дня он ремонтировался, менялась мебель, матрасы, постельные и так далее, то есть он обновлялся. И сейчас моя задача его оживить и заполнить гостями. И я хочу для вас снимать ролики о том, как это будет на самом деле, то есть такой реальную историю. И чтобы было интересно не просто наблюдать за этим ради развлечения, всем нам приятно смотреть, как другие работают, но и ради некоторого ликбеза, я буду действовать по тем схемам, которые рекомендуют известные специалисты в этой сфере. Итак, у меня есть некий алгоритм, по которому я буду идти. Первым шагом нужно понять, для чего мне нужен отель. Причем нужно разделить на личные мотивы и на бизнес-задачи. Для меня отель никогда не был мечтой. Более того, когда я снимал владельцев небольших отелей в Черногории, то я понимал, насколько тяжелые это деньги. А вот что меня зажигает, так это профессиональный вызов, который звучит как «правда ли, что правильным контентом можно заполнить отель и заработать?» Или тут работает такая тупая схема, то есть платная реклама и низкие цены, дешевле, чем у конкурентов. И пусть у нас действительно низкие цены, самые низкие не только в Сутоморе, но и по всей Черногории, но я хочу сделать именно упор на УТП. Дальше. Бизнес-задачи вроде окупаемости, капитализации, сохранения капитала. Если честно, я вообще в этом ничего не понимаю, поэтому ставлю себе задачей просто обеспечить наполнение отеля целевыми гостями и формирование ему определенного имиджа. И чтобы его сформировать, я решил провести такой небольшой свод-анализ, как минимум выявить его сильные и слабые стороны для того, чтобы понять, с чем мы вообще имеем дело. Итак, у нас отель на 18 номеров, сделан в черногорском стиле, то есть это не современный отель, где дорого-богато. С одной стороны, это, наверное, может быть для кого-то минус, а с другой, это очень хорошо передает местный вайб. Как это, помните? Чтобы поймать маньяка, нужно мыслить как маньяк. То есть, чтобы узнать Черногорию, нужно пожить так, как живут черногорцы. Так что, наверное, это нужно занести даже в преимущество. Расположение отеля в Сутоморе. Здесь нет гламура, как в Будве или Тивате, нет старого города и нет милых домиков в средиземноморском стиле, как в Боке. Это минус. Но тут в 3, 4, 5 раз, а то и может даже больше дешевле, чем там. При этом и в ресторанах дешевле, и атмосфера именно сербско-черногорского курорта. А на сэкономленные деньги можно взять несколько экскурсий, массажей, морскую прогулку, еще останется на походы в местные рестораны. Так что, на мой взгляд, плюсы расположения именно в Сутоморе перевешивают. То есть по цене аренды где-нибудь в более гламурном, раскрученном, точнее, туристическом месте можно получить целый упакованный тур. Это круто. И вот тут важно донести мысль, что Черногория это не Будва или не Тиват. Да, понятно, что Будва столица черногорского туризма, но со своими бетонными коробками она далека от аутентичной Черногории, так же как и Тиват со своими гламурными яхтами. А вот настоящая Черногория это там, где живут, собственно, черногорцы и сербы. И Сутоморе одно из таких мест, причем оно удобно тем, что оттуда можно поехать туда, где еще более аутентичная Черногория, куда-нибудь в середину страны, на север. И дешевизна проживания в отеле позволяет это сделать намного более рациональнее и оптимальнее. Идем дальше. Рядом с отелем автовокзал и железнодорожная станция. Для определенных когорт туристов это, конечно, минус, потому что шумно и людно. Но с другой стороны, это тоже создает определенный вайб, а самое главное – удобство для путешествий. Сел на поезд или автобус, в том числе на экскурсии тут же начинаются, и поехал. А главное, после экскурсии возвращаться удобно. Всего 30-50 метров прошел, и ты уже дома. А еще на поезде можно поехать на север. А это мало того, что аутентичная Черногория, так еще и это и красивая дорога, захватывающая такая. Едешь над этим... Как он называется-то? В общем, там, где река внизу течет. Каньон. А если ты снял отель где-нибудь в Будве, то ты точно ради вот этого опыта поездки на поезде не поедешь в Сутоморе или Бар. А тут сам Бог велел взять, поехать. Станция в 5 минутах ходьбы. Так что для погружения в страну это жирнейший, на мой взгляд, плюс. А еще тут
3 сетевых супермаркета рядом в 5 минутах пешком. Еще один классный магазинчик, даже часто с более низкими ценами, чем в супермаркете, так вообще в 10 метрах соседний дом. И до моря, и набережной не нужно спускаться с горы, а потом уставшим ползти в нее. Тут, наверное, все, кто жил в Черногории где-нибудь на горе, согласятся со мной, как это круто с пляжа не переться в гору. Причем многие, когда там свои рекламные посты пишут, что вот у нас дом находится в 100 метрах от моря. Как и, собственно, вот у этого отеля тоже там писали. 250 метров до моря. Ну, не 250, больше. Я вот пешком прошел с ребенком 5-летним, все это снял на видео, получилось ровно 7 минут. Кто-то пройдет быстрее, может быть, за 5 минут, если будет спешить, кто-то медленнее, за 10 минут. Но сам процесс вот такой, да, не 250 метров. Так что не верьте слепо людям, которые пишут, что оно вот так. Это по воздуху на самолете. По дорожке все может по-другому. Здесь ровная прямая дорога, это круто. Идем дальше. Личной парковки у отеля нет, это минус. Потому что те, кто хочет взять машину на прокат или на своей приехать, им здесь будет неудобно каждый раз искать какое-то новое место, такую спонтанную парковку. Соответственно, чтобы этот минус свести к минимуму, нужно ориентироваться на тех, кто не хочет ездить самостоятельно, а пользуется как раз теми возможностями, которые есть. Да? То есть общественный транспорт рядом, экскурсии начинаются отсюда, и гиды на личных автомобилях, соответственно, спокойненько могут подъехать, на секунду там, припарковаться, забрать вас и поехать. Правда, есть 3 непонятных пока момента. Первое – это ресторан, где вот я сейчас нахожусь. Да? То есть помещение есть, кухня есть, пока не укомплектованная, но все это раньше работало, сейчас все это нужно либо сдать в аренду, потому что наличие собственного ресторана – это классно, потому что это и комфорт повышает людей, и они спустились, покушали, и все хорошо. И нам, опять же, удобно, да, чтобы они в номерах не кушали, да, меньше уборки. Короче, надо что-то с этим сделать. Можно, конечно, доставку организовать, но что-то из ближайших кафе, из Сутоморья, потому что из бара тащить все это будет холодное, невкусное. Кстати, если вы живете в Сутоморье или в Черногории, в принципе, и хотите арендовать это помещение под ресторан, пишите контакты мои в описании. Второе, это, условно говоря, такая спа-зона, включающая в себя не просто массажный кабинет, но еще и сауну. После экскурсии или в день батонства массаж с расслаблением в баньке, вне сезон, например, это вообще, мне кажется, идеальная вещь. Пока у нас нет сауны, можно ограничиться только массажами, а в качестве опции заказывать баньку у соседей, здесь тоже есть. Третье, это есть небольшое отдельное помещение, оно сейчас пустое, без кондиционера, и мне там хочется сделать, во-первых, мини-кинотеатр, где можно не просто фильмы вечерами смотреть, такая культурно-развлекательная программа, но и смотреть фильмы, которые мы сделаем во время экскурсии. Представляете, как круто! Вы съездили на экскурсии, вам не нужно было самим там что-то снимать, да, за вас все сняли, хорошо сняли, а после этого еще и перед выездом, там, в последний вечер показали на большом, огромном проекторе, у меня есть большой, крутой 4К-шный лазерный проектор с диагональю 4,5 метра. То есть это прям очень круто было бы, да. Или там же можно проводить различные занятия, мастер-классы для детей и взрослых, йогу тоже проводить, или ЛФК. То есть взять такой мини-санаторий-профилакторий сделать для некоторых людей, кому это тоже интересно. В общем, все это нужно упаковать и сделать такое интересное, уникальное торговое предложение. Вот это все только первый шаг. Есть еще 2-й, 3-й, соответственно, дальше. Но чтобы вас не утомлять теорией, перейду к тому, что я уже сделал за это время. Я создал Инстаграм, пока только на русском, надо еще сделать на сербско-английском. Еще ТикТок надо сделать, потому что и там все это размещать. Сделал несколько роликов про отели, там, короткий презентационный, обзор 2 типовых номеров на 2 и 3 кровати. Показал дорогу до набережной, летние кадры с прогулки по набережной, чтобы атмосферу передать летнюю. Показал пляжи в окрестностях, и здесь несколько. Нарезки красот Черногории, то есть куда можно поехать. Прописал также концепцию, что вы получаете не просто проживание, да, вы еще получаете как бы консьерж, такой сервис, когда все для вас сделано. Мы за вас все продумали, вам осталось просто выбрать вариант, который вам больше нравится, что-то там скорректировать, если хочется что-то добавить, и приехать, отдавшись в наши заботливые руки. Причем все это по цене аренды каких-нибудь апартаментов
в Будве. Показал фрагменты с реальных экскурсий с конкретным гидом, чтобы можно было понять, вот, что вас ждет. То есть моя идея – это не создавать какую-то глянцевую картинку нереальную, что вот оно все вот такое гламурное или такое шикарное, а так, чтобы вы просто посмотрели и поняли, что «О, мне здесь нравится, я хочу вот сюда, я хочу вот этот опыт получить, прожить его на себе». И тогда вы приезжаете, и вас все устраивает, потому что вы знаете, что вас ждет. Вас не удивит, что 250 метров превращаются в 500 и в гору, да? Или там, что вид на море оказывается вот такой карапусенький, такой, и нужно вот сильно вот так выглядывать из-за угла. Нет, здесь все как есть, да, вот железная дорога есть, она шумит, да, ездит поезд, ну на нее можно смотреть, а на нее еще можно сесть и поехать куда-нибудь полюбоваться, да. Вот такой у меня честный концепт того, что вас ждет. Кроме того, я разместил в Google Maps свой личный отзыв об отеле, когда еще в прошлом году здесь, он месяц работал в прошлом году, и я здесь отдыхал. Мне понравилась его честность, вот он такой, и вот здесь у него есть определенный вайб. Мне этот вайб понравился, и я честно написал свой отзыв, как я это видел. И после этого, когда так получилось, что мне предложили взять его в управление, ну, как заняться развитием, да, управление, наверное, слишком громко сказано, я, конечно, согласился, потому что я увидел в нем потенциал. И вот этот потенциал я хочу реализовать. В следующей серии, которая выйдет, я надеюсь, через 2 недели, буду делать такой шаг, я расскажу про создание концепции и сценариев отдыха. И расскажу, какие я придумал туры на май-июнь. Если вам понравилась эта идея, поддержите меня лайком, комментарием. А чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал.